в королевстве Свазиленд на одном из самых экзотических и интересных праздников не только Африки, но, наверное, всего мира. Вот это я понимаю, собрались. Ребята, да, хорошие. Ну что там, тебя не побили? Не побили пока. Хорошо, вот здесь девчоночки живут. Да, спят, отдыхают. Чемоданы приезжают практически со всей страны сюда. Да. Ва! Во время путешествий я стараюсь посещать не просто страны, а страны, в которых можно получить наибольшее количество эмоций и острых впечатлений. Например, побывать на кратере вулкана, как в Эфиопии, или поплавать с акулами, как в ЮАР. Также и со Свазилендом. Я давно знал о существовании праздника тростника в этой стране и давно хотел на него попасть. В конечном итоге мне удалось осуществить свое желание. Суть праздника состоит в том, что со всей страны съезжаются девушки в одно место и танцуют перед королем полуобнаженными. Одну из них король может выбрать себе в жены. Я в королевстве Свазиленд на одном из самых экзотических и интересных праздников не только Африки, но, наверное, всего мира. Ну, как видите, девушек огромное количество. Обычно на этот праздник собирается около 70 тысяч девушек. Каждая из них претендует на роль невесты короля. Но главным условием, чтобы девушка смогла стать невестой и женой короля, она должна быть девственницей. Нам осталось проходить. В каждой группе девушек, которая состоит примерно из 150-200 человек, прикрепляется один или несколько местных парней, которые следят за девушками, чтобы те не баловались и соблюдали регламент праздника. Вот этот чувак, который решил со мной пошутить, как раз и есть тот парень, который следит за девушкой. Как вы видите, они так же, как девушки, одеты в национальную одежду. Вот интересная ситуация, мы присоединились практически к самому процессу благодаря вот местному парню, который позвал нас, сфоткал любезно. Как сказал тот местный парень, все находящиеся здесь девушки девственницы. И еще гид в ЮАР нам сказал, что всех девушек, несмотря на то, что их 70 тысяч, проверяют на девственность. Но не знаю, сколько это времени может занять. Честно говоря, этот факт вызывает у меня большие сомнения. Можно предположить, что этот праздник уходит корнями в глубокую древность. Но на самом деле это не так. Впервые данный праздник проводился примерно в 40-х годах 20 века. Тогдашний король принял решение таким образом выбирать себе жену. И с тех пор этот праздник проводится ежегодно. У нынешнего короля, Мсвати III, который входит, кстати, в 15 богатейших монархов мира, более 10 жен. В количестве жен король не ограничен, но первые две выбирает парламент. Король не обязан выбирать себе жену каждый год.
а только в том случае, если ему кто-либо понравился. Туристов на данном празднике, учитывая его размах, совсем немного, по крайней мере белых. Из России мы встретили только одну пару, и то они живут в Таиланде, из-за того, что у них там находится бизнес. Девка прогоняет, я, кстати, возмущаться не прогоняет. Да, да, да. Это You guys, please take the photos and then go. Okay. Just take and go. В общей сложности праздник длится неделю. В первые дни девушки собирают тростник, из которого позже делают забор. За этим самым забором король выбирает себе жену. Но еще раз повторюсь, это происходит не каждый год. Но самое интересное, это последние 2 дня, когда девушки идут на стадион исполнять национальные танцы. На стадион национальные танцы я вам покажу чуть позже. А сейчас бы я хотел рассказать об атмосфере, которая царит на празднике. Практически все девушки пребывают в очень хорошем настроении. И это неудивительно. По сути, они получили целую неделю каникул от повседневных забот. Плюс к этому, эту неделю они живут за счет казны короля. Менее веселые девушки из богатых семей. Их можно определить по более яркой, красивой одежде, а также длинным нарощенным волосам. Для тех, кто не знал, скажу, что у африканских девушек волосы растут не в сравнении с волосами, например, европеек. Поэтому африканские девушки наращивают себе волосы. И эта процедура не дешевая. Так что девушка, имеющая длинные и красивые волосы, в большинстве стран Африки, они реально это уже различаются показатель все. статуса. Там группы реально различаются по внешнему виду. Пока девушки идут на стадион, они танцуют и поют. Многие, увидев белых туристов, просят фоткать, а также делать с ними селфи. Также некоторые сами селфят себе на память о празднике, который придется ждать еще целый год. Но прежде чем посетить стадион, мы решили пойти туда, откуда шли девушки. То есть мы хотели посетить и увидеть то место, где эти самые девушки живут. Мне вообще на самом деле больше нравится неформальное общение, чем официальные мероприятия. Нескончаемый поток девушек только прибывает и прибывает. В конечном итоге мы стали подходить к тому месту, где проживают девушки, и ожидают своей очереди, чтобы следовать на стадион. Рядом с местом их проживания образовался стихийный рынок. Девушка, которая работала на ресепшене нашего отеля, сама раньше участвовала в празднике тростника. И она нам сказала, что на празднике у нас будет возможность попробовать национальную пищу, если мы этого не боимся. Я вообще люблю пробовать разную экзотическую еду. И когда узнал, что на празднике будет возможность попробовать национальную пищу Свазиленда, то этому очень обрадовался.
Да. Но местная еда, представляете себе картошку фри, жареные сосиски. No, 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 no. Make it you go. Баба, блин, сисек не стесняются, а то, блядь, эту картошку там. Картошку жалко. Ага, пока вообще долбанутый, блин. Там картошка по особенному рецепту готовится. Ага. А вот он лагерь, где живут эти девушки. В общем, вот здоровенная палатка. Вот у них не вещи там. Нету. Ну что там, тебя не побили? Не, не побили пока. Хорошо, вот здесь девчоночки живут. Да, спят, отдыхают. Чемоданы приезжают практически со всей страны сюда. Да. Очень тут не жарко. Да уж. Hi. I'm fine. And you? Действительно. Холодно, зима, А, кстати, да, ночью прохладно может быть. на земле тем более. Это да. Что тут растить какие-то, да? Да, не надо. Да, Да, условия у вас не из лучших. Зато праздник веселый. В лагерь девушек мы еще придем поздно вечером, когда они сюда вернутся. Тогда здесь будет значительно интереснее. Но пока мы отправимся на стадион смотреть выступления претенденток на роль жены короля. Многие зрители активно поддерживают своих девушек. Ребят, я на одном из самых крутых праздников не только в Африке, но и, наверное, во всем мире. Ну, что я могу отметить, что реально круто, реально ощущается Африка, реально ощущается атмосфера. Единственное то, что security, то есть охрана не подпускает близко танцующим девушкам. Наверное, даже интереснее было на подходе к самому празднику. То есть ты окунаешься в эту атмосферу, где девушки идут мимо тебя, они там смеются, улыбаются, машут тебе руками. Ну, в любом случае, очень здорово, очень круто. А это подоспел король со своей свитой. снова папа король поехал. Чуть-чуть распугивает. С ним мужички. Ну как тебе очень нравится это мероприятие? Вот они, красавцы. Ой, что это они? Что это они так разошлись? Вот
Ребята, да, хорошие. Знаком было меньше, да, кстати, вот. Ну да. Костюмы, конечно, не знаю. Да, согласен, согласен. Праздник заканчивается поздно вечером. После него охрана окружает девушек, чтобы они не разбегались, и по очереди выпускает их в лагерь. Но для нас праздник не закончился. Мы решили спуститься вниз к девушкам, чтобы слегка пообщаться с ними. Вот где эмоции поднимают. Какого пошел? Кто не просит? Денег? Воду, воду. Да, я. Что, пьем, достаем? Да. Давай. После многочисленных фото и селфи мы вместе с девушками отправились в их лагерь. Но прежде чем прийти в лагерь, девушки получают еду. Ага. Вот эта движуха, которую вы сейчас наблюдаете, в общем-то и есть очередь за едой. Хлеб не мы. Ну, хлеб можем не брать, наверное, да?
Don't press. В общем-то, как вы сами и видите, вся еда для девушек состоит из куска хлеба и стакана чая. Good night, good night. Thank В общем-то, вот такой экзотический интересный праздник существует в королевстве Свазиленд. Кстати сказать, в этом 2018 году король переименовал свою страну в королевство Эсватини. Как вы относитесь к этому празднику? Можете написать об этом в комментах. Лично для меня путешествие в Свазиленд, наряду с посещением праздника Тростника, стало однозначно одним из самых интересных и запоминающихся.